Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рада приветствовать всех журналистов, которые собрались сегодня здесь, в студии РИА Новости, и, конечно же, наших уважаемых гостей. Мы начинаем брифинг, который посвящен выходу в свет первого номера Вестника Национального антитеррористического комитета и образование в составе Национального антитеррористического комитета информационного центра. В 1990-х годах, я думаю, мы еще и не представляли о том, что, во-первых, будет Национальный антитеррористический комитет, во-вторых, будут планироваться какие-то серьезные контртеррористические мероприятия, и что когда-то мы придем к тому, что необходимо издавать какое-то серьезное издание, посвященное проблемам борьбы с терроризмом. Но, как вы знаете, в 2006 году, после того, как Российская Федерация тоже оказалась под воздействием сил международного, в том числе террористического движения, когда у нас события стали происходить с большей регулярностью и более масштабные, то было принято решение о создании Национального антитеррористического комитета, и 14 октября 2008 года по результатам осмысления той деятельности, которая происходила по линии различных министерств и ведомств, было принято решение издавать вестник Национального антитеррористического комитета, тот сборник, который у вас на сегодняшний день имеется. Вестник нам хотелось издать открытым вариантом, поскольку с первого дня существования Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба для специалистов узкого профиля, специалисты, которые занимаются борьбой с терроризмом, противодействием терроризму, для этих специалистов у нас есть издание, оно носит межведомственный характер и имеет ограничения по степени секретности. Поэтому, с учетом того, что нацеленность у нас на привлечение всех сил общества к противодействию терроризму, то было принято решение, что основная часть тех материалов, тех решений, которые принимаются, она должна быть известна более системно и всему обществу. Поэтому этот журнал, этот вестник Национального антитеррористического комитета, он, во-первых, является и практическим, и научным изданием. Здесь создан специальный раздел, в котором мы приглашаем наши научные кадры для того, чтобы они могли поделиться своими мыслями о перспективах развития всей системы, общегосударственной системы противодействия терроризму. Спецслужбы ведут свою работу, оперативно-розыскную, следственную, информационную, взаимодействуют между собой, но достаточно часто общество об этом не знает, и это понятно. Это тайная война, поэтому не все становится достоянием гласности. И тем не менее является важнейшей задачей своевременно сообщать нашим согражданам, что произошло, где произошло, четко, внятно сказав об этом, поскольку неизвестность всегда хуже. Дать четкую направленность действий для людей, как поступать в том или ином случае, как действовать. И при этом не вооружить террористов знанием каких-то шагов, которые предпринимают силы правопорядка и органы безопасности. В развитии работы Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, оперативных штабов на местах по информированию населения принято решение придать новый импульс этой работе. С этой целью руководство НАК приняло решение о создании информационного центра, который должен, в общем-то, учесть все недостатки, которые, как всегда, имеют место в этой сфере, и постараться на новом витке сделать очень мощную такую систему оперативного информирования. Что же предполагается? В короткие сроки мы должны создать, и она должна заработать достаточно быстро, систему экстренного информирования. Учесть при этом опыт Центра общественных связей ФСБ, пресс-служб МВД, МЧС в первую очередь, ну и, конечно, собственную работу НАКа. Обеспечив максимальную оперативность передачи информации, ну, так скажем, будем рассчитывать на то, что в течение получаса мы должны эту информацию довести до граждан. Предельную точность этой информации для того, чтобы она была воспринята соответствующим образом. Поэтому потребуется и проверка, и перепроверка
Это достаточно серьезная технология, как вы понимаете, с учетом предмета. Это регулярная периодичность информирования граждан, то есть и средства массовой информации о развитии ситуации, развитии обстановки, особенно в рамках развития контртеррористической операции. Разработана специальная форма экспресс-информации. Я могу вам ее продемонстрировать. Вот такая форма. Ну, особо ничего, может быть, нового в этом нет, но она стандартизованная. И такие информации, уже 5 информаций мы направили в информационное агентство и будем, по-видимому, продолжать это делать и дальше, снижая до минимума период прохождения и согласования этой информации. Как вы понимаете, эта задача достаточно сложная. Отрабатываем с коллегами по Национальному антитеррористическому комитету, я имею в виду вот со всеми этими участниками НАКО, как мы будем взаимодействовать в этом плане. Создана специальная межведомственная группа, и в рамках работы группы будем работать дальше. Мы очень часто видим сейчас и слышим последние годы о той или иной территории, которая объявляют зоной контртеррористической операции, там сейчас Дагестан, Ингушетия, где-то еще бывает вот уже как более точно в округе, в новом, недавно созданном округе. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения профилактики, здесь какая-то будет у вас специфика в работе по Кавказу? Помимо того, что мы там уничтожили человека, группу из того джамата, из этого предотвратили. Вы, может быть, еще гораздо шире у вас есть планы, может быть, профилактика, предупреждения таких, даже там, условно говоря, одного человека, 2 вытащили из какого-то джамата, это уже большой успех, да, на самом деле? Создание системы противодействия терроризму в Российской Федерации, оно именно и связано с тем, что вместо одной задачи борьбы с терроризмом, помните, у нас закон назывался «Закон о борьбе с терроризмом», а потом он преобразовался в закон о противодействии терроризму. И очень много было сторонников того, что так не должно быть, надо с терроризмом бороться. Но умные головы, которые принимали участие в создании этой новой нормативной базы, и она, кстати, сейчас действует и на пространстве СНГ, как модельный закон пока, о противодействии терроризму. Он предусмотрел, что противодействие терроризму включает в себя 3 направления. Первое – это профилактика терроризма, предупреждение терроризма. Вторая – борьба с терроризмом. И третье – ликвидация или минимизация последствий. Поэтому вот слово «противодействие» очень успешно и правильно заменило слово «борьба». Это первое. Второе. Федеральная целевая программа «Антитеррор» 2008-12 или теперь 2009-12, она первым разделом включила в себя именно мероприятия по противодействию терроризму, в том числе противодействию идеологии терроризма. И на это тратятся уже серьезные государственные средства. И головные организации в настоящее время научно-исследовательский институт пограничников и Московский государственный университет уже занимаются активно координацией усилий по этим направлениям. Мы, например, сейчас учим 2 группы работников высшего уровня антитеррористических комиссий на 2-годичной основе, то есть люди будут получать 2-е высшее образование в Ростове и в Нижнем Новгороде, которые будут заниматься этой работой на профессиональной основе. На Северном Кавказе, куда идут основные мероприятия направленные, там проходит множество фестивалей, например, «Мир Кавказу», ежегодный фестиваль уже, который привел к совершенно интересным результатам. По крайней мере, те молодые люди, которые участвовали в этом фестивале, потом организаторам рассказывали о том, что очень жаль, что этим не занимались вы ранее, поскольку здесь нет разницы. Чеченский представитель, русский представитель, татарский представитель, то есть там выравнивается, вот как было когда-то, выравниваются интересы наций, народностей всех населяющих Российскую Федерацию. И молодые люди, они особенно остро это чувствуют, когда нет грани между вот этими какими-то противоположными, как они считают, противостоянием. Это очень хорошие фестивали.